Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня мы будем разбираться с хитрым модульным бронежилетом AWS в исполнении российской компании Ars Arma. AWS или Adaptive Vest System — это модульный бронежилет, состоящий из множества компонентов. Комбинируя их так, как вам нужно, вы можете собрать жилет в нескольких вариантах, от максимально облегченного до почти тяжелого штурмового. Для начала стоит рассказать, в чем вообще суть AWS как корсетного бронежилета и как все это дело работает. В отличие от большинства классических бронежилетов, в данном случае панели с бронепластинами крепятся к жесткому корсету. За счет этого масса всей системы распределяется равномерно по окружности всего корсета, который при правильной регулировке плотно обхватывает торс и частично снимает нагрузку с плечей и верхней части позвоночника. Что в целом ощущается комфортнее в ношении, уменьшает утомляемость и, что самое главное, позволяет сохранить здоровье пользователя. Однако один только корсет — это не панацея. Да, нагрузка снимается с плеч и переносится на торс, который все так же поддерживается позвоночником. А позвоночный столб все так же крепится своим основанием к костям таза, и нагрузка с этого места никуда не пропадает. Если проще, без использования корсета к 40 годам у вас будет болеть вся спина, а с корсетом только поясница. Чтобы еще лучше разгрузить позвоночник, можно использовать систему распределения веса STK-SS, которая через специальные упоры переносит вес жилета напрямую на кости таза и ноги через боевой пояс. При правильной подгонке системы пояс лежит у вас на костях таза, и весь вес жилета переносится на них и затем на ноги, минуя позвоночник. В том числе в одном из самых проблемных мест, в районе поясницы, где позвоночный столб крепится к тазовым костям. Используя систему распределения веса, вы не просто повышаете удобство и комфорт ношения вашего бронежилета, но и сохраняете себе здоровье, чтобы, когда вам стукнет за 40, вы могли без охов и страданий разогнуться и согнуться, если, конечно, доживете. Так что, если вы собираетесь носить в жилете бронепластины, которые весят как бронепластины, а не пару кусков коврика пенки, или вы привыкли носить в подсумках магазины с патронами, а не пластиковыми шариками, не лишним будет установить систему распределения веса. Теперь посмотрим, из чего состоит AWS. Панели для бронепластин, передняя и задняя, выпускаются в нескольких размерах M, L и XL, что соответствует размерности бронепластин типа ESAPI. А также в двух версиях — стандарт и MBUF Cut под одноименные американские бронепакеты. У нас именно такая. Если вы собираетесь использовать AWS с отечественными бронепластинами, то выбирайте плейтбэги, исходя из того, какие и какого размера у вас пластины. Например, если у вас пластины гранит 2 типа размера, то для них подойдут любые плейтбэги. А если у вас гранит 3 размера или пластины от жилетов Ford, Гоплит или Гладиатор, стоит уточнить информацию по размерностям на сайте производителя. Корсет состоит из двух половин и имеет в комплекте одностропный камербанд. Трос быстрого сброса жилета. Камербенды шириной 2 и 3 стропы. Плечевые подушки. Тонкие низкопрофильные из спандуры и более толстые с амортизирующей вставкой. Флэпы стандартные с молли-панелью, с вырезом карманом для 3 магазинов R15, с сшитыми закрытыми подсумками на 3 магазина R15 и с сшитыми закрытыми подсумками на 6 магазинов АК. Грузовые панели для крепления на спину. Стандартная молли-панель для крепления дополнительных подсумков, панель с уже нашитыми подсумками, утилитарными и подсумками для ВОК, и небольшой компактный штурмовой рюкзак типа AWS 1000. Карманы для дополнительных бронеэлементов. Карман для арамидных пакетов размером 6 на 9 дюймов с креплением на корсет. Такой же карман, но с креплением на трехстропный камербанд. И карман 6 на 6 дюймов для бронепластин типа MSAP с креплением на камербанд. Комплект подушек для корсета и опционально классические отечественные кап, которые также можно сюда установить. Как вы успели заметить, компонентов у AWS просто много. Сейчас мы будем разбираться, как все это дело собирается. Начнем с самого простого варианта, это Plate Carrier, то есть чехол для плит. Возьмите заднюю панель и положите внутренней частью, та, которая с лейблом, вверх. Выберите камербэнд, 2- или 3-стропный. Стоит отметить, что для варианта просто Plate производитель штатно рекомендует использовать только 2-стропный камербанд. Но на практике 3-стропный тоже можно установить.
В вертикально прошитые стропы с петлями проденьте скелетный камербанд, как я показываю на видео. Двустропный камербанд можно немного отрегулировать по высоте, с трехстропным так не получится. Прикиньте, какая длина камербанда вам потребуется. Можно установить пряжки-ограничители, которые не дадут камербанду выходить из креплений дальше, чем на установленную длину. Соедините концы камербанда эластичным шнуром. Выберите, на какое плечо ставить фастекс быстрого сброса. Соедините велкро с плечевых лямок задней панели с ответными велкро передней панели. Установите плечевые подушки. Установите нужный флэп. Напомню, что на выбор есть флэп с обычной молли панелью, с карманом для 3 магазинов R15, с 3 одинарными подсумками для магазинов R15 и с 3 двойными подсумками для магазинов АК. Капитан Очевидность подсказывает, что флэп нужно выбирать исходя из того, какое оружие вы собираетесь использовать. Чтобы установить флэп, проденьте стропы с велкро панелями через самый верхний ряд молли. Отлепите велкро панель снизу. Заправьте концы строп внутрь и залепите велкро обратно. На спинную панель можно установить различные панели, например, рюкзак или панель с несколькими утилитарными подсумками. Для их установки проденьте петли с кнопками в моле ячейки и затем соедините и застегните боковые молнии. Установите кап, если они, конечно, вам нужны. Поздравляю, вы собрали себе продвинутый GPC с функционалом, как у GPC. Конечно, круто, но вся фишка АВС заключается в системе распределения веса, которая снимает нагрузку с вашего позвоночника. А для этого нужен корсет. Посмотрим, как все это дело собирается с корсетом. Возьмите 2 половины корсета и положите перед собой наружной частью вверх. Выберите камербанд, который вы планируете использовать, с 3 стропами, с 2 стропами или с 1 стропой. Спойлер, чтобы быть максимально тактикульным, используйте комплектный камербанд из 1 стропы. Проденьте стропы камербанда через металлические петли на корсете. Отрегулируйте длину камербанда, надев на стропы металлические двухщелевые пряжки. В этом случае жилет используется без системы быстрого сброса. Если вы планируете использовать жилет с системой быстрого сброса, расположите петлю быстрого сброса на плечевой лямке там, где вам будет удобно. Пропустите трос через канал в корсете в сторону спины. С той стороны, где трос, не надевайте на камербанд металлические пряжки, а зафиксируйте его длину при помощи троса, продев его в петли камербанда и корсета в шахматном порядке. Свободный конец троса можно заправить вот в этот кармашек. Проденьте плечевые лямки в металлические пряжки на корсете вот так, как я показываю на видео, и отрегулируйте их длину. Проденьте петельки из гиполона на корсете в ответные ячейки стропы с внутренней части задней панели. Продевать нужно во 2-ю и 5-ю ячейки. Зафиксируйте на кнопки. Теперь можно зашнуровать корсет с помощью эластичного шнура, заправив концы в специальный карман на задней панели. Возьмите переднюю панель жилета, выберите, с какой стороны располагать фастекс быстрого сброса и установите его на нужном плече. Рекомендую установить его на то же плечо, в которое установлен трос. Если вы собираетесь использовать низкопрофильные плечевые подушки из пандуры, наденьте их на плечевые лямки заранее. Соедините велкро панели на лямках передней части жилета и корсета. Сдвиньте подушки из пандуры на место или установите амортизирующие плечевые подушки. Установите нужный флэп на переднюю панель, как вы это уже делали в варианте с просто плейтом. По желанию вы можете установить чехлы для боковых бронеэлементов. Есть 2 варианта. Чехол размером 6 на 9 дюймов для корсета устанавливается непосредственно на боковую часть корсета АВС. Для установки расстегните корсет, просуньте его в петли на чехле для брони и зафиксируйте его на велкро. Обратите внимание, что чехол для боковых бронеэлементов нужно устанавливать мягкой тянущейся тканью к телу. Второй вариант — это чехол размером 6 на 9 дюймов для камербанда. Устанавливается на 3-стропный камербанд. Для установки просуньте концы строп с кнопками в молле ячейки на камербанде и зафиксируйте их на кнопки. Этот чехол также устанавливается мягкой тянущейся тканью к телу. Если вам нужна максимальная бронезащита, вы можете установить чехол для пластин типа MSAP. Он устанавливается на корсет вот так, как я показываю на видео. Для установки жестких бронепластин в переднюю и заднюю части жилета разлепите клапан на велкро в нижней части переднего и заднего чехлов. Установите внутрь пластины и зафиксируйте, закрыв клапан обратно. Для более комфортного ношения установите на корсет комплект амортизирующих подушек, ну или кап. Чтобы быстро сбросить жилет, расстегните фастекс и выдерните трос, резко потянув за петлю на его конце.
Теперь вам предстоит увлекательная процедура по установке камербанда обратно. Благо, что это можно сделать, не снимая корсет. Но все равно это не сильно быстро, поэтому не дергайте по пустякам. Теперь давайте посмотрим, как установить систему распределения веса STK-SS. Установите упоры STK-SS на корсет жилета примерно на 3 и на 9 часов. Зафиксируйте их на корсете, продев петли упоров в стропы молли. Второй конец упоров установите в специальный карман на боевом поясе. Если вы вдруг используете Некрай Blast Belt или его реплику, на которых штатно есть эти карманы, вам потребуется специальный переходник. Если у вас упоры первого поколения, отрегулируйте их по высоте при помощи петли с фиксацией на кнопку. Если у вас упоры второго поколения, как у меня, телескопические, они регулируются прямо на теле в надетом состоянии. Наденьте жилет с поясом. Расположите пояс так, чтобы он лежал у вас на тазовых костях, там где талия переходит в бедра. Это для тех, у кого талия есть. Затяните регулировочный ремень пояса. Застегните жилет и отрегулируйте высоту упоров. Регулируется все это дело достаточно просто с помощью строп и пластиковых фиксаторов. Ну и напоследок лайфхак, как купить жилет АВС от Ars Arma сразу и без ожидания. Просто заказать его в магазине Airsoft Store. Они закупают эти жилеты в наличии и элементы к ним и рассылают по всей России. Ссылку на каталог всех элементов АВС на сайте Airsoft Store я оставил в описании. Как всегда, предлагаю обсуждать это видео в комментариях. Не забывайте ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал. С вами был Евгеньевич. До скорого!